Всем привет! Мы продолжаем рассматривать различные свежие новинки от разных брендов, и в сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать относительно новую модель от производителя Solido в масштабе 1:43. Мы посмотрим на Mercedes-Benz в кузове купе, версия C126-560 AMG Widebody, и этот Mercedes поступил в продажу буквально пару месяцев назад. Его рекомендованная стоимость в Европе варьируется от 20 до 30 евро, в зависимости от магазина, где вы будете приобретать данную масштабную копию. Свой экземпляр я купил за 26 евро 99 центов. И если посмотреть на классические Мерседесы версии AMG, то в 43-м масштабе их не так уж и много. Например, были модели у Neo Scale Models, также довольно интересный Mercedes представил производитель Шуков серии Pro R43. Эти модели тоже есть в моей коллекции. И есть различные конверсии на базе Mini Champs и Auto Art от мастеров-одиночек. И если посмотреть на версию C126, то опять же классические Mercedes выпускает Mini Champs и Auto Art. Заряженные версии были у GLM и фирмы Top Mark, если мне не изменяет память. И у Top Mark была модификация Lorenzer, у GLM была модификация AMG Widebody. Правда, у GLM не очень верные пропорции кузова, поэтому я не стал покупать эту модель в свою коллекцию, а у Top Mark тоже есть серьезные искажения. И обе модели были сделаны из полимера. Что касается версии от Solido, то она представлена в двух вариантах окраски. Один автомобиль в черном цвете, как раз сегодня мы его и рассмотрим, а вторая модификация была в красном цвете, и на мой взгляд это не самый удачный цвет для данного купе, и лучше бы, если бы автомобиль окрасили в темно-зеленый, в темно-синий или в темно-серый. Но опять же, это мои вкусовые предпочтения. Возможно, вам именно зайдет красный автомобиль. И что касается новинок от Solido, то у них довольно много интересных автомобилей. Например, Volkswagen, есть Alfa Romeo, довольно интересная BMW в кузове E34 в варианте Alpina. Правда, у нее опять же есть искажения в пропорциях, и из-за этого я не стал брать ее в свою коллекцию. И у Solido довольно хорошее соотношение цена-качество. Модель по цене приближается к журнальным изделиям, а по уровню детализации напоминает ранний Mini Champs. И давайте не будем медлить, покажу вам модели других классических Мерседесов, которые есть в моей коллекции. Например, Mercedes-Benz W123, модификация 280E от Neo Scale Models в зеленом цвете. И у Neo такой Mercedes также предлагался в коричневом цвете, но мне больше понравился зеленый вариант. И эту модель я распаковывать не буду, потому что на нее давно делал детальный видеообзор. Кому интересно, можете найти старый видеоролик. Но модель очень хорошо попадает в 43-й масштаб, у нее довольно верные пропорции и в целом довольно высокий уровень детализации. Покажу вам более современный Mercedes в кузове W124. Это модификация E60, тоже от Neo Scale Models. Ограниченная серия в 300 экземпляров специально для одного интернет-магазина. И также у Neo такой Mercedes предлагался в синем цвете, и последняя модификация была в черном цвете. Черный вариант думал приобрести в свою коллекцию, но потом воздержался, потому что у меня два бордовых варианта, и тоже модели складировать я не вижу большого смысла. А так это вполне удачная масштабная копия. На нее я давно тоже делал видеообзор. Покажу вам вариант в красном цвете, не очень любимый мной, и это модель от GLM. Тоже высокий уровень детализации, и такое ощущение, как будто эта машина переразмерена, но если ее сравнивать с продукцией Mini Champs, то размеры более-менее попадают в 43-й масштаб. Из-за этого я не покупаю многую продукцию от GLM, у них Мерседесы не совсем удачные. Покажу вам относительно свежую модель от Шуко из серии Pro R. Это модификация 300CE AMG, ограниченная партия в 500 экземпляров. И у Шуко такой Mercedes предлагался в двух вариантах окраски. Вторая машина, по-моему, была белая, и кто-то в группе ВКонтакте выкладывал фотографии похожего Мерседеса. Кому интересно, можете полистать ленту и найти старые фото. На мой взгляд, это очень удачная модель. Она сделана из полимера, и у нее вполне верные пропорции. На нее я как-нибудь сделаю детальный видеообзор. И покажу вам классический Mercedes в кузове C126 от производителя Auto Art. Тоже очень симпатичная масштабная модель.
от всем известного бренда. Она уже давно снята с производства, и очень жаль, что AutoArt прекратил выпуск модели в 43-м масштабе и перешел на более крупные изделия. И давайте посмотрим на упаковку от бренда Solido. Здесь довольно симпатичная коробочка. На нижней стороне есть различная информация, с которой можно ознакомиться. Модель изготовлена в Бангладеше, а не в Китае. Также есть наклейка с артикулом, различные торговые марки и история компании Solido, с которой можно ознакомиться на задней стороне. Коробочка здесь тоже напоминает чем-то продукцию Mini-Champs. Тоже такой подиум с надписями и указан бренд Solido. Давайте снимем колпак и посмотрим на модель повнимательней. Довольно аккуратная покраска, нету мусора в лакокрасочном покрытии. Правда, стекла здесь заляпаны транспортировочным силиконом. Очень симпатичные колесные диски. Центр выкрашен в цвет кузова автомобиля, обод хромированный и довольно нормальные покрышки. С учетом цены масштабной модели. Единственное, мне непонятно, почему не наклеили декаль, значок Mercedes, здесь просто выемка на капоте. Вполне хорошая решетка радиатора, также хорошо смотрится светотехника. Стеклоочистители здесь одно целое с линзой фар, просто выделено черной краской. И довольно хорошо смотрятся противотуманные фары. Салон здесь из черного пластика, окрашенного в массе, правда выделили деревянные вставки и различные приборы. Сзади наклеили значок, также надпись AMG, правда она сливается с крышкой багажника. И вполне хорошо сделаны задние фонари. Есть основание антенны, саму антенну не стали изготавливать. И также на крыше виднеется люк. Давайте открутим модель от подставки, посмотрим, как у нее сделана нижняя часть. Я эту модель еще не откручивал, поэтому не знаю, что у нее снизу. Плашка днища здесь довольно простая, чем-то напоминает производителя Mini-Champs, правда, мосты изображены очень условно. И можно было снизу сделать, конечно, получше. Заднюю часть глушителя сделали в хроме. А так, еще раз повторюсь, за эту цену это вполне нормальная, достойная масштабная копия. И у нее вполне правильные пропорции. Еще раз повторюсь, у модели от GLM была неправильная крыша, она занижена, а у модели от Top Mark тоже были сильные искажения. Поэтому я эти модели, к сожалению, не стал покупать в свою коллекцию. Тоже нету смысла покупать всякие кривульки. Лучше купить одну хорошую модель, чем много различных кривых и непонятных. Если вы собираете Мерседесы, то эта машина может стать украшением вашей коллекции. Пишите в комментарии, что вы думаете о данном Mercedes-Benz от Solido. Нравится ли вам продукция французского бренда? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик и тоже можете взглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.